Всем привет! На протяжении нескольких последних лет мне постоянно задают один и тот же вопрос: как там иш? Вот, собственно, ответ. Иш есть, точнее не так. Он был, есть, и я думаю, еще будет. Этот мотоцикл ездит, накатывает километры, особо ничего с ним не происходит. Переделывать что-либо кардинально я пока не собираюсь. Последнее, что я переделал, это заменил карбюратор на новый китайский. Сделал это я потому, что найти живой советский сейчас очень сложно. Причем не просто советский, а скорее чехословацкий. То есть я ездил на карбюраторе Жиков. Те, которые без обогатителя. То есть без того рычажка, который утапливает поплавок. Эти карбюраторы максимально герметичны, имеют кучу разных систем, и при правильной настройке двигатель именно Юпитера просто преображается на высоких оборотах. А у меня, как видите, стоят резонаторы. Настройка на них, насколько помню, была где-то в районе 4500 оборотов. Примерно так и происходит. С 4-4,5 оборотов только начинает работать двигатель. Вот так выглядит этот карбюратор. Все эти выходящие шланги я просто так бросать не стал, как это делают 90% людей. По крайней мере, как мне показалось, эти шланги выходят чисто для забора воздуха. То есть они должны идти туда, где есть воздух, или выполнять роль неких сапунов. Поэтому я завел их в воздушный фильтр. Карбюратор ПВК-32, что означает диффузор, размер диффузора. Вот это стандартная резинка на воздушный фильтр. Точнее, это уже не стандартная. Стандартная сюда ни под каким предлогом или условием не подойдет. Диаметр вот этого выпускного, ну или впускного, скорее, патрубка в 1,5 раза больше, чем на любом советском карбюраторе. Особо с установкой я заморачиваться не стал, ну кроме вот этой вот резинки и проточки впускного коллектора под возможность устанавливать такой карбюратор. Я протачивал это на токарном станке. То есть я пока не стал подключать обогатитель к своему тросику, к штатному рычажку. Выглядит он у меня вот так. Стоит вот такой топливный фильтр автомобильный. Но есть подозрение, что его производительности не хватает. Да-да. На разгонах этот мотоцикл, да и на скорости особенно, может потреблять гораздо больше топлива, чем автомобиль. И если активно работать ручкой газа, то вот в этой вот камере карбюратора, где скапливается необходимый запас топлива для этого ускорения, топливо просто не успевает набегать. Хотя, возможно, конечно, у меня просто забился полностью бак, что тоже косвенно есть предпосылки к этому. Сам топливный краник в идеале.
Фильтр я ставил для того, чтобы защитить новый карбюратор. Кто его знает, как он с нашей грязью в бензине себя поведет. И пока что карбюратор я не разбирал. Разбирал только для настройки. Одно из основных внешних изменений теперь выглядит вот так. Это привод спидометра. Редуктор привода спидометра. Я больше 10 лет на нем ездил, зная, что он очень требователен к смазке. По несколько раз в сезон, ну, как минимум 2 раза в сезон я его смазывал. Но он все же износился. Заменить его я пытался. Потратил немалые на то деньги. Но наши продавцы, увы, таковы, что им бы лишь бы деньги получить. По факту хорошее состояние привода при продаже закончилось через где-то 250-300 километров. То есть привод просто перестал работать. Вообще, на самом деле, вилка, как многие знают, я думаю, разработана по лицензии Yamaha. И на Yamaha есть очень схожий по конструкции привод спидометра. С такой же, по виду, по крайней мере, шестерней. И теоретически, я думаю, что ямаховская шестерня, скорее всего, сюда подойдет. А если брать в учет то, что бэушная шестерня стоит намного дешевле, буквально даже в 3 раза дешевле, чем продают привод спидометра от Ижа, наверное, можно это попробовать. Но я с этим заморачиваться пока не стал. Но пока я пытался разобраться со спидометром, к нему в компанию попал еще и советский тахометр. Как я раньше показывал в видео, у меня стояла приборка от шестерки. Сейчас здесь можно наблюдать вот эти вот китайские приборы. Установлены туда же, но через проставки, выточенные на токарном станке. Проставки из такого материала, что лучше о нем не говорить. Но все работает. Тахометр начал просто показывать лишь определенный диапазон оборотов. Там в районе от 2 до 4 тысяч. Произошло это после нескольких кручений мотора, когда он был получше настроен, чем сейчас. Там в районе 7-7,5 тысяч он раскрутился, и после этого тахометр перестал адекватно работать. Этот тахометр, к слову, тоже пока адекватно ничего не показывает. Тут надо еще с множителем поиграться, но у меня есть подозрение, что ему не нравится форма сигнала. И ему нужен собственный датчик все-таки, а не питание от катушки. Но пока я этим не занимался. Примерно он обороты показывает, да и ладно. А вот спидометр этот... Все заказано на Алиэкспрессе. Это приборы вот для лодочной техники, можно сказать. То есть они очень плавные, даже чересчур плавные. Тахометр тут довольно-таки медленно работает. А спидометр этот GPS. То есть у него нет никакого привода, нет никакого датчика. У него есть только антенна. Антенна установлена прямо за приборкой, так, чтобы никакой металл и провода ее не перекрывали. В принципе, пока проблем с сигналом не наблюдается. Тахометр показывает, у него встроен счетчик моточасов. Кстати, у приборов изменяемая подсветка. Ну а спидометр
имеют просто одометр, который не сбивается с отключением питания, что важно. Вот, в общем, на этом мой такой краткий обзор мотоцикла, я думаю, можно заканчивать. Я не стану говорить про оборванные цепи, спиленные диски сцепления и так далее и тому подобное. Я думаю, все это знакомо, особенно тем, кто пытался хоть немножко увеличить мощность мотоцикла и эксплуатировать его не так, как большинство их эксплуатирует, ездя на холостом и так далее и тому подобное. Хотя он, конечно, это может. Этот мотоцикл неплохо держится в потоке. Часто езжу на нем в город. Ну, открытие-закрытие сезонов — это, в принципе, не проблема. Бывают какие-то мелкие косяки, недочеты или еще что-то. Как правило, стараюсь все это предотвратить во время покатушек вокруг дома, не оттягивать. Хотя вот чем дальше, тем этого всего в принципе меньше. Хотя, может быть, опыта больше. Итог один. Вот за этот сезон я его вообще не разбирал. Проехал где-то в районе 3000 километров. И даже свечи не поменял с прошлого года. Хотя масло в коробке относительно свежее залито. Осенью прошлого года я перебирал диски сцепления. Для города все-таки это сцепление очень слабое. Сейчас стоят пробковые диски. Они работают намного стабильнее. И что самое главное, установлен полноценно гидровыжим сцепления. То есть говорить о том, что я его неправильно настроил, поэтому оно у меня плохо работает, ну, вы, конечно, можете это сказать, но это не так. У меня установлена оригинальная машинка, с какого именно японского мотоцикла я уже не вспомню, и неоригинальная ручка с регулировкой хода, как можно заметить. То есть возможность настроить сцепление практически стопроцентная. Никаких косяков с настройкой нет. Тут просто не хватает расчетной мощности самих дисков, самой корзины. В общем, у меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Надеюсь, я оправдал ожидания тех, кто спрашивал про этот мотоцикл, так как в большинстве случаев через несколько лет после выхода видео этого мотоцикла у человека уже нет. Но здесь не тот случай. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания.